И вот мы перенеслись на юга. Крымские юга. Спасибо. И как вы можете догадаться, мы в крымской Балаклаве. Сейчас немного походим, сходим внутрь. Не знаю, как это по времени продлится, но думаю, будет интересно. Идем в очередь, покупаем билетик. Для информации, на 24 год стоимость 700 рублей взрослый, детский 350. Можно всякой прикупить мерча озорного, всяких пледов. Схема Балаклавской музейного комплекса в Балаклаве. Какой-то интерактивчик подъехал. Да, но это, видимо, их сайт. Ладно, идемте внутри. Так, выдали аудиогидик. Я так понимаю, что... Я даже не понимаю, как это будет на самом деле. Видимо, это вешаем на себя, а далее начинаем индивидуальное ухо на одно. Ну а дальше будем посмотреть. Не переключайтесь. Здесь место сбора экскурсий. Видимо, все-таки здесь собираемся. И вот на это ухо и на этот радиоприемник нам будут что-то вещать и рассказывать. Так что не знаю, как получится по звуку у нас. Не знаю, насколько кому это будет интересно и кто был. Но объект 825. Над нами бетонный козырек, который закрывал козырек вход в бухту. Всячески замаскировано. И козырек в том числе был. И подводные лодки сюда в док заходили только чтобы встать на ремонт. Ладно, давайте пойдемте. Причем мостик, который перед понтомом, их отводили на полметра, и ночью лодка заходила в бухту. Вся история постройки этой бухты такой, ну не бухты, а вот этой подземной истории, это, конечно, связано с боязнью ядерной войны. В том числе и под Севастополем строился подземные какие-то вот бомбоубежища мощные. И, насколько мне известно, в Североморске есть на севере. Причем, как мы видим, там вот есть объект 825 и дальше объект 820. Балаклава сама по себе географически расположена в 17 километрах от Севастополя. И 126 метров грунта над туннелем, конечно, обеспечивает отличнейшую защиту.
Интересные штуки, такие вагонетки для то ли рытья, то ли для вывоза чисто. Какое-то кино показывают еще. Да. Вот пугали в 50-х войной атомной, ядерной. И все у нас по спирали. Ладно, наверное, тут эти отличнейшие бронегерма и прочие двери. Шикарнейшие. Я думаю, уже пойду дальше. И, кстати, вот этот аудиогид, я вот сейчас только что зашел в следующий зал, и аудиогид переключился и рассказывает теперь мне про этот зал, про то, как обеспечивалось ресурсами в случае необходимости, фильтры воздушные, СИЗы, элементы вентиляции. Ну и плюс, скорее всего, этот у нас шлюз такой, как бы тамбур. Само помещение. Вот эти вот шикарные, мощнейшие петли. Ух, судовой телефонный коммуникатор. СТК-8Н 3/П, 77 год. На этом объекте могло укрываться до 3000 человек, говорят мне в ухо. А запасы воды и продовольствия были рассчитаны на 30 суток автономного существования. Вот, а тут пишут 45 метров в высоту скалы. Героические корабли военно-морской базы и города-героя периода Великой Отечественной войны. Северный флот. Архангельск, Ваенга, Гремиха. Прикольно. Здесь справа просто перечисление, а слева экспозиция дизель-электрических подводных лодок. Всего их должно быть около 19 после военного периода. Ничего себе, с такими набалдажником. Подводные лодки делили на 3 класса по водоизмещению: на малые, средние и большого. Вот, тут все еще рассказывают. Самое прикольное, что у части дизельных лодок двигатель был замкнутого цикла, который позволял идти лодке даже под водой.
Тут, конечно, интересно послушать про часть из подводных лодок тут, про серии. Или, как бы, наверное, по-правильному сказать, про проекты. Вот, там, подводная лодка, проект, например, 877В. Сразу тут можем видеть длину лодки, почти 75 метров. Вот такая вот анфилада интересная. Ладно, идемте дальше. Здесь так приятно прохладно. Сегодня в Севастополе прям пеклющее пекло было. А здесь очень приятно и хорошо. Вот сами торпеды в разрезах. Все можно посмотреть. Как забавно винты. Да, хорошо. Самонаводящаяся акустическая электрическая торпеда САЭТ-50, учебно-практическая, 1950 года. Здесь стенд на прозрачном фоне. Не знаю, читабельно или нет. Вот тут всякие и универсальные самонаводящиеся, и противокорабельные тепловые торпеды, и противолодочные телеуправляемые электрические самонаводящиеся торпеды. Да. Ну и от 1939 года и вплоть до 80-го. Думаю, движемся дальше. Опять по этому туннелю. Здесь уже 65 метров высоты скалы над нами. Самоходный прибор гидроакустических помех. О, прикольно. Это не какая-то боевая, да, это помехи гидроакустические создает, чтобы, видимо, было сложнее обнаружить саму подводную лодку. Причем без носовой части. Ха-ха. Ну ладно. Так, здесь у нас начинается опять история про ядерные взрывы. Противогазы. Но это, наверное, не так интересно. По крайней мере, мне. Здесь стенд сопоставления распространения скорости взрывной волны со скоростью поезда и самолета. Так что взрывная волна догонит и перегонит. Так, здесь уже 85 метров над нами скалы. Плюс еще какие-то есть люки под землю. Что-то там еще, наверное, интересненькое.
И такой звук постоянно вот этой вот, как будто бы мы находимся, не знаю, в подводной лодке, и мы радисты, связисты, слушаем. О, прикольно. Тут транспортная паттерна. А, вот что под нами. Трубы. И всевозможные коммуникации проходят. То есть там получается у нас технический этаж еще под нами. И масло, и топливо, и пресную воду по трубам подавали. Интересно. Вот не случайный тут, кстати, поворот. Кроме защитных конструкций на входе, как раз вот закругление паттерны, оно связано с тем, чтобы взрывную волну, если что, гасить. Причем радиус закругления определенный, все рассчитано. О, тут уже 126 метров над нами. Влажность уже повышается, чувствуется что-то такое. Говорят, что толщина стального прута в бетонных стенах достигает 3 сантиметров. Так, опять какая-то дверь, но тут уже стальная такая, не герма, как будто. Это мы уже в преддоковой площадке. Сухой док и сам канал мы будем чуть-чуть попозже видеть. Здесь, видимо, водолазное оборудование и сами оборудование водолазов и всяческих морских спецназовцев. Так, какая же забавная вот эта вот штучка. Подводная лодка Тритон для скрытой доставки диверсионных водолазов. Вот. Тритон 1М. Сверхмалая подводная лодка. И тут еще водолазы. Водолазные костюмы. Так, куда идем? Наверное, туда. О, тут что-то про космос, друг. Это спускаемый космический аппарат типа «Союз». И Черноморскому флоту этот модуль передали для тренировки. Для тренировок. Какие-то остатки от, видимо, провода заводили сюда через эти капсули. А вот, тут у нас водичка. Поэтому и влажность такая была. И там вот впереди тоже свет вижу в конце туннеля. Видимо, как раз вот бухта идет у нас по дуге. Так, давайте пойдем далее. Если что, кому-то под землей есть тубзилетик. Так, здесь бывший спеццех «Металлист». О,
Здесь станки на первом этаже были. Ну, а также складские и бытовые помещения. А на втором этаже кабинеты руководства. Также здесь был защищенный командный пункт одной из дивизий. Это вот прикольно, вот этот вот под водолазный костюм накачивался кислородом данным аппаратом. 14-я дивизия подводных лодок. Сейчас рассказывают про потаенное судно, и это про вообще историю становления подводного флота, скажем так. Экспонаты просят руками не трогать. Хорошо. Но в целом зайти всегда сюда можно. Самому тут проскочить. Хопа. Хопа. Можно. Но тут, видимо, должен был быть люк. Но люка уже нет. Почему-то. Столько всяческого оборудования, конечно. Крутилок, тумблеров, вертелок. Показателей. Как в этом всем разбирались, непонятно. Да. Ох, ну тут, конечно же, не обошлось место для экспозиции, посвященной Курску. Базирование подводной лодки 651 проекта в Балаклаве. Так, видимо, сейчас мы должны дойти до конца. Идемте на свет. Здесь также был и госпиталь, и пекарня. В этой бухте, как правильно это сказать, ну, в общем, в проекте этот 825 можно было ремонтировать только подводные лодки малого и среднего класса. Поэтому не для всех, к сожалению. Последнюю лодку вывели в 1995 году из Балаклавской бухты. 14-ю дивизию расформировали. Подземный комплекс закрыт. Ну и, конечно, вся Балаклавская бухта и весь проект 825 перешел под управление Украины. Все было вывезено на предприятия других городов.
Сейчас, наверное, очень такой на контрасте. Я не буду снимать выход из бухты, из подземного комплекса в бухту. Сейчас поближе подойдем. Ну, а сейчас Балаклавский подземный музейный комплекс. Да. Такая водичка, там будет видно бирюзовенькая, прям шикардос. С одной стороны, брутальненько. Меня всегда поражал тот масштаб, с которым в Балаклаве вот эти все подземные сооружения были сделаны. Это, конечно, мощно. Да. Конечно, лучше тут ходить все самому смотреть, хотя тут смотреть, я вот сейчас скажу, что особо нечего, но оно все познается в масштабе, да, вот даже я сейчас вот все иду вдоль, и это вот все в глубину скалы уходим. И чем больше ты идешь, тем больше ты понимаешь вот этот вот брутализм советский. Это в каких-то случаях, похожих случаях, я иногда говорю, что слабоумие и отвага в данном случае была на первом месте. Но перестраховывались. 50-е годы – это, конечно же, начало холодной воды и вероятность ядерной войны уже была велика и оценивалась критически. Поэтому сейчас мы должны будем подойти, возможно, уже к Арсеналу. Это вот проект 820. То есть 825 это ремонтный, а 820 проект это Арсенал, откуда должно было ядерное оружие достаться и подводными и надводными кораблями доставиться на носители и дальше на место пуска в кратчайшие сроки. Соответственно, это один из таких объектов. Ладно, давайте идем дальше. Да. Оружие возмездия, так называемое, тут у нас спряталось. Причем там по их расчетам, если бы на нас напали с ядерным оружием, то там вот у Балаклавской бухты было бы 30 дней на вот этот акт возмездия. Мы здесь опять на этой преддоковой площадкой.
Вот. А здесь как раз вот сейчас параллельно доку с водой будет сухой док, где ремонт и проходил. Вот. Сейчас здесь в доке стоит, по-моему, подводная лодка проекта 635. Так, что-нибудь про тут сказано? Какая лодка-то, да? Нет. Размер дока 102 в длину, 10 в ширину и 8 в глубину. Угу. Вот. Для докового ремонта торпедных дизель-электрических подводных лодок 615, 613, 633, по-моему, здесь сейчас стоит. Можно сходить посмотреть. Надо понимать, что она сейчас по правую руку, вот за этой бетонной стеной, вода. Вот это масштаб, конечно. Запашок такой какой-то, как в погреб спускаешься, вот такой же. Вот мы на глубине 10 метров. Да, здесь не просто 633, а это 630 РВ проект. И мы видим здесь в этой подводной лодке киль плоский. То есть у нас здесь сейчас мы будем подниматься по лестнице, там будет у нас вход в док, какая-то такая шлюзовая история. Ой, давайте это сзади еще посмотрим, как подводная лодка выглядит. Сначала стапели ставили, кильдоки, и после этого заводили подводную лодку. Ох, вот это мощь. Вот тут скамеечка, можно посидеть, кино посмотреть. Видимо, здесь в кино как вот эту дизельную подводную лодку, как заводили сюда, в этот док. Да, хорошо. Ладно, поднимемся наверх. Прям можно дотянуться до корпуса подводной лодки. И пощупать. Это, конечно, сейчас рассказывают, почему днище красным цветом выкрашено. Но тут про традиции, про то, что еще со времен того, как корабли строили из дерева, красили краской, которая содержала медь, и отсюда красноватый оттенок. Фух. Ну и вот, водичка. Видите как? Да.
отблескивает. И вот сухой док. И вот у нас здесь затвор. А я думал, можно прямо сюда спуститься, но нет, тут калитка призакрыта. Здесь еще должно быть что-то. Еще одна комнатка с экспозицией. Рубка, да, наверное. О, ну тут опять что-то с водолазами связано. Вот, ну это про саму подводную лодку экспозиция. Конечно, вот этот вот набалдажник сверху, видимо, с двумя торпедами. Мощно, мощно. Фрагмент корпуса подводной лодки «Мишени» проекта 690. Ну, тут, видимо, сама вот этот вот корпус внешний и внутренний. Толщина металла. Да. Так, но второй раз я туда вниз уже не пойду. Пойдемте вернемся по верху. Вот те люди, которые здесь когда-то служили, работали, наверное, и задуматься не задумывались, что когда-то гражданские здесь будут вообще ходить, смотреть, глазеть. Но вон как оно все складывается. Вот мы сейчас как раз подошли к площадке, к погрузочной площадке проекта 820. Как раз увидим, как хранили и, возможно, подготавливали ядерный боезапас. Вот строго воспрещен. Никому. Скорее всего, здесь были рельсы, и торпеды подавались уже туда на канал по рельсам. Вот здесь как раз у нас видно шлюзовая камера, и в шлюзовой камере еще остались вот эти вот части рельсовых. В общем, рельс.
То есть торпеды там подготавливались и по рельсам уходили по этому дугообразному коридору к подводной лодке. И там уже загружались. И загрузка могла, там, не знаю, проходить в течение 10 часов. Это такое самое быстрое, если полный боекомплект заряжать. Советские еще диванчики, кто на таких сиживал. Можно прийти сюда поностальгировать. А сами створки вот эти шлюзовой камеры 10 тонн. И можно даже их якобы вручную закрывать. Так, что у нас здесь? Военные ящики. Ага, хорошо. Ну и здесь очередные изделия какое-то. Ну и плюсом торпеды. На стеллаже вы видите торпеды МГТ-3 С-65, парогазовая торпеда 53-65, контейнер для транспортировки ядерной боеголовки. Недаром у нас вот этот вот значок на нее наклеен. Ну и, скажем так, люлька для боеголовки ядерной. Так, а здесь что у нас? Ставь зажигательные принадлежности. Инструменты сотрудников объекта 820 для технического обслуживания торпед с ядерной боевой частью. 70-е, 60-е года. Однако, вот тут интересный плакат. Осторожно, идет снаряжение. Прикольно. Ой. Съемка маршрута запрещена. Фотографировать можно. Это указано в правилах посещения музея. И я зашел до сюда, и мне никто не сказал. И даже на кассе мне сказали, что можно. Съемку маршрута Да. фотографировать. А в чем разница? Это много фотографий. Сами слышали, какие тут против съемки на маршруте. А мы с вами не по маршруту ходим. Так, кто здесь у нас уже? Модель тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Воу-воу-воу. Конечно, вот для любителей всех этих вот корабликов, моделек, это прям тут порассматривать в детальках. Это очень интересно. Авианесущий крейсер «Киев», проект «Кречет». Да. Вот человек в отставке, судомоделист, создавал сам один Х-22. Я так понимаю, ей можно было заправить ядерной боеголовкой. Всякие картины тут пошли уже. Флажки опять.
Очередная прогулка и очередной в нашу копилку запрещатель. Очень странно. Сколько мы прошли по музею, никто ни слова не сказал. Ладно. Будьте аккуратны. Здесь, кстати, какие-то проходы в убежище. Они вот этой кирпичной фальш-стеной замуровывались, но в случае необходимости вот этой вот брусом разбивался, и можно было к аварийному выходу проникнуть. О, еще две модели Владимира Курова. Тут написано, что это Куров делал, нет? Гуров, вот, да. Это, конечно, просто с экипажем 160 человек. По-моему, автономка минимум там на 90 дней можно. Хотя нет, подождите, дайте я сейчас гляну. Там должно быть написано. О, 180 суток автономка, вот. 180 суток и 160 человек. Глубина погружения до 500 метров. Проект Палтус. Самый прикол вот этих всех подводных лодок в том, что они, скажем так, разрабатывались для Северного Ледовитого океана, то есть для Северного флота, и чтобы на них можно всплывать прямо из-под льда, ломая его. Ну и при этом никаких увечий сама подводная лодка не должна была быть получать. Ладно, давайте дальше. Сейчас вот рассказывают, что вот в этих всех доках все стены и потолки были обшиты шифером, дабы не было эха, чтобы все команды издавались четко и без искажений. Так, здесь что у нас? О, тут осуждают США за Нагасиму и Хиросиму. Господи, Нагасаки и Хиросиму. Да. Тут нам все-таки напоминают о том, что атомное оружие это, конечно, очень плохо. Планы Тиндера по СССР. Откуда-то взятые. Хорошо. Вот опять вот эти вот рельсы, точнее остатки рельс. Вот мы, в принципе, уже в сам арсенал пришли. Вот как раз шифер обшит. Не знаю, слышите вы или не слышите, но здесь как раз эхо практически не должно быть. О, кабинетик у кого-то. Раньше печатные машинки, сейчас компьютеры. Так, рассказывают, что рядовых сюда не допускали, работали только офицерский состав и мичманы. Да.
Так, что здесь у нас еще? Поворотный круг на тележке с макетом ядерной боеголовки. Не все говори, что знаешь, не всегда знай, что говоришь. Интересно, интересно. Так. Еще одно из хранилищ здесь и превращено в экспозицию. Как раз здесь было ядерное хранилище. Но здесь сейчас экспозиция, посвященная 75-летней годовщине Победы. Опять же ходим, смотрим, читаем. Там уже выход. Вот и все. Подходим к выходу. Здесь надо всю вот эту историю с аудиогидом снимать, сдавать. Наушнички одноразовые. Можно прямо в урну здесь кидать. Вот так вот для наушничков. Оп. Спасибо. Хорошего дня. И вам не скучать. Так. Ну и часть какой-то вот здесь истории с магазином. Со всякой... даже вот не относящейся. Ну, в общем, можно мерча прикупить, книжек об объектах, ну и всяческую сувенирную продукцию. Движемся к выходу, внаружу. Наружу. О, есть советский, да, морской бой. Аппарат. Как оно, а? Кто помнит, кто играл. Да. Пошли бросать броски. А что там такое? Вы так увидите, просто бог сделать. Классно. А что там? Просто коридор кольцевой. Вот, и здесь бы сейчас выйти можно было. Очередные гермодвери. Вот, они идут. Блогеры. Макет донной мины. Угу. Ладно. Да, конечно, печальненько, что вот эта вот вся история с забором, потому что так бы мы прямо сейчас бы вышли прямо к бухте. Но здесь какие-то серьезные реставрационные работы ведутся.
Так что, как говорится, вот так. Друзья, давайте, ладно, не затягиваю. Как вы поняли, мы в Крыму и немножко будем гулять по Крыму. А там, куда кривая, между морем и горами нас доведет. Ладненько, друзья, всего хорошего, до скорых встреч, пока.